Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, приветствую вас. Добрый день, Александр. Рад видеть вас и всех наших зрителей. Друзья, пишите в комментариях, что думаете по поводу происходящего. Ну и, конечно, реагируйте на наш разговор, потому что темы острые, темы, что называется, злободневные. Трамп рвет и мечет в Давосе, публикует переписки, что ему пишет Рютте с благодарностью, что ему пишет Макрон, грозит ему новыми санкциями, ну, точнее, пошлинами, так называются санкции, если он не пойдет на саммит мира. В общем, в Давосе он его, этот саммит, презентует, да, во главе с собой, и приглашение получили все. Вопрос только, кто заплатит миллиард, кто не заплатит миллиард. Был анонс о том, что членство стоит вот это. Ну и, конечно, все вокруг Гренландии сейчас как бы танцы танцуют. И, судя по всему, Давос будет посвящен этому. Гренландии, саммиту мира и Газе. А вот Украина получилась на задворках. Почему так произошло? Что вообще из себя представляет стратегия украинских переговорщиков, которая, ну, нам уже сколько, неделю точно Зеленский рассказывает, что в Давосе мы там гарантии подпишем, мы там рамочный документ подпишем. Но, судя по всему, судя по новостям из Швейцарии, ну, в общем-то, Украина опять как бы в подвешенном состоянии и после этого мероприятия остается со своими проблемами, бедами и нерешенными вопросами переговорными. Это от Украины зависит? Как вам видится? Мне видится, что есть имитация бурной деятельности и есть реальность. Я хочу вам напомнить, что у нас сколько подписано безпекових угод. Сколько у нас было всесвітніх форумів миру, планов и всех прочих замечательных вещей. На самом деле все это абсолютно ни о чем. Мне вот недавно очень понравилось выступление начальника генерального штаба британской армии. Он заявил о том, что они пошлют войска в Украину в том случае, когда он будет уверен в их безопасности. Иными словами, то есть мы так понимаем, что вот вы направляете войска, чтобы гарантировать безопасность Украине, правильно? Такова, войск, которые будут находиться на нашей территории. Но, оказывается, они будут находиться и гарантировать нашу безопасность только в том случае, когда начальник генерального штаба будет уверен в их безопасности. Но это называется принцип Чебурашки. Помните? Ген, а давай я понесу чемодан, а ты понесешь меня. То есть к нам прибудут войска, которые обеспечивают безопасность, при условии, что мы обеспечим их безопасность пребывания в Украине. Поэтому все эти разговоры о том, что кто-то как-то кому-то что-то поможет, пришлет, это ни о чем. Единственная гарантия безопасности Украины есть в ее вооруженной силы. И судьба Украины решается не в кабинете Трампа. И даже не в кабинетах, не в Давосе, не где-нибудь. Она решается сейчас на полях боев. И, собственно говоря, вот это является единственной гарантией нашей реальной безопасности. С этой точки зрения вы же видите, что мы с вами сколько раз об этом говорили. Что там Трамп пришел не для того, чтобы ругаться с Путиным из-за Украины. Он пришел договориться с Путиным за счет Украины. Вот целый год он этим только и занимается. Я рассматриваю, кстати, моя версия следующих событий вокруг Гренландии. После того, как Трамп прекратил помощь Украине не прекратила Европа. Мы с вами об этом говорили тоже не раз. Как сделать так, чтобы Европа прекратила помогать Украине? Нужно создать проблему. Вот он заявил, что я захвачу Гренландию. Но что такое захват Гренландии? Ее защитить военным путем невозможно. Прислала Германия 15 солдат, не прислала, дело же не в этом. Вы же прекрасно понимаете, военный потенциал Соединенных Штатов, он несопоставим с военным потенциалом Объединенной Европы. Я уже молчу о логистических проблемах, как вы собираетесь воевать в условиях Арктики, условно говоря, да, перебрасывая все через океан, который полностью контролируется Америкой. То есть военным путем защитить Гренландию невозможно. Поэтому Трамп откровенно шантажирует Данию и шантажирует Европейский Союз.
Так а почему такая... Вот смотрите, сейчас мы... Вот это прям очень интересно по поводу Украины и Гренландии. Что выберет Европа? Трамп говорит, занимайтесь вон Украиной, как бы отстаньте от Гренландии, это наше. Но тут же возникает прямой понятный вопрос. Там есть база НАТО, да? Трамп печется о безопасности, чтобы... Ну, это просто нонсенс. Говорит, китайцы и русские заберут Гренландию, там 2 собачьи упряжки. Одна из них, наверное, это американская. Но у них же НАТО, у них же договор. Если Трамп печется о безопасности, ну, тогда в рамках НАТО, вместе с Рютте, которого он благодарит, ну, возьмите, усильте там, базы постройте новые, привлеките кого-то сами, или всех членов НАТО выдворите, а сами, собственно, там, расширьте свое присутствие, контролируйте. Зачем забирать у Дании этот кусок земли? Вот видите, Александр, вы задаете тот же вопрос, который я сейчас озвучил. То есть то, что транслирует Трамп, дескать, безопасность Гренландии, его так волнует сильно, что там Россия с Китаем ее собираются захватить. Это говорит о том, что это все вранье. Что цель, на самом деле целью Трампа является что-то другое. И моя версия состоит в том, что это что-то другое, это попытка торговаться с Европой. Понимаете, для того, чтобы вторгнуться на Гренландию, ему нужна будет поддержка Конгресса. Но не сможет президент США отдать приказ войскам захватить Гренландию. Не получится. Вот тут ему нужно согласие Конгресса. Он его не получит. Он это прекрасно понимает. С учетом того, что 86% американцев против этого, выборы в ноябре в США – это серьезнейший фактор. Отважиться на военную операцию, вы же сами понимаете. Даже Мадуро он украл, но войска в США не входили в Венесуэлу. Он не нарушал закон, понимаете. Он проводил специальную там операцию, там спецназ прилетел, украл, улетел. Все. Войска на территорию, условно говоря, Венесуэлы не вторгались, нарушений нет. А здесь нужно будет высадить войска для того, чтобы взять под контроль населенные пункты Гренландии. По-другому же не получится. Вы будете смеяться, база, которая сейчас США содержит на Гренландии, ведь она была гораздо больше раньше. Раньше она была огромная. Потом ее сократили, и сейчас там эта база находится, она только вот для космической связи и космической разведки. Все. Ну, потому что понятно, там, господи, хоть она и называется Гренландия, зеленая земля, да, но на самом деле она же укрыта ледником. Это же суровая Арктика, там содержать кого бы то ни было, это проблема. Все смеялись над тем, что там 1-2 солдат направляли союзники на помощь. А где их размещать, вот этих ребят, которых туда даже прислали? Это же огромнейшая проблема. Китай заявил о том, что, слушайте, о чем вы говорите, какая Гренландия? Не надо на нас пальцем кивать, мы не собираемся никаких действий производить в отношении Гренландии. Россия не имеет нормального океанского флота для того, чтобы попытаться захватить Гренландию. Ну это же абсолютный абсурд, это же понятно, видно. Значит, цель Трампа другая. Разные высказывают версии. Одна из них говорит о том, что вот Гренландия, ему нашептал Илон Маск, там чудовищные запасы редкоземельных металлов, и вот если мы будем контролировать, поэтому, значит, и так далее. Это первая версия. Но сейчас, вот когда это дело, вы же помните, сначала он пытался это сделать, потом как-то это отошло на второй план. А сейчас он опять активизирует. И я думаю, что вот этот второй подход к снаряду, он связан именно с попыткой торговаться с Европой по помощи Украине. Вот здесь я вижу основная цель. То есть он обещал Путину, что он отдаст ему Украину. Ну, по крайней мере, такие были договоренности. Мы об этом неоднократно у вас на канале об этом говорили. Не получилось. Европа начала оказывать поддержку Украине, значит, несмотря на то, что США прекратили. Теперь нужно создать проблему Европы, чтобы она отвернулась от Украины. Вот он создал гренландскую проблему. На ровном месте. Понимая, что войска он туда единолично ввести не сможет. Это все его тактика, описанная в книге «Искусство заключать сделку». Будет кошмарить, 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 а потом предложит сделку. Вот давайте так вот договоримся. Ладно, не буду я вас трогать, но вот это вот, пожалуйста, вы сделаете. Он же несложно прекратить. Деньги сэкономить. Он работает на Путина. Вот если мы под этим углом зрения посмотрим на действия Трампа, тогда все становится на свои места. Ну,
Хорошо, предположим, работа на Путина занимает... Так получается, давайте так тогда, да, если все настолько, ну, вот так вот, как бы, расщелкать и по-пацански поговорить, то, получается, у Европы не будет ни Украины, ни Гренландии. Здорово, Александр. Я всегда ценил ваши аналитические способности. Вот если Европа поведется на этот шантаж и вот этот разводняк, извините за грубое выражение, тогда действительно не будет ни Гренландии, ни Украины. Поэтому меня интересует реакция Европы. Как она себя поведет в этой ситуации? Испугается она Трампа и согласится, ладно, 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 вот ты сейчас не трогаешь Гренландию, а мы действительно не будем там помогать Украине. Мне кажется, этот вариант маловероятным, но я не могу его исключать. Все зависит от того нажима, степени испуганности, которая будет продемонстрирована европейскими странами. Если у них хватит мужества противостоять этому давлению, тогда в очередной раз это закончится ничем. Вы же видите, если у Трампа что-то не получается, он резко меняет тему и переходит на какие-то другие варианты. Ищет другие поводы для какого-нибудь шоу, которое будет привлекать внимание людей, прежде всего избирателей в США. Посмотрим. Сейчас, вот видите, он активизировал опцию Гренландии накануне Давоса, потому что все ждали, что там какие-то будут решения по Украине. Он раз и переключился на Гренландию. Теперь уже всем не до Украины, правда? Все теперь его упрашивают, чтобы он не нападал на Гренландию. Закончится Давос, я не исключаю, что вот острота гренландской темы спадет, мне кажется. Хорошо, а что такое Совет мира? И почему он всех туда подряд пригласил? И все, конечно, в украинских средствах массовой информации исходят пеной, что как так? Путина и Лукашенко, причем лично подтверждают, что да, зову. Сначала в списке стран не было Китая, а потом говорит, Китай тоже есть. Речь идет о газе, речь идет о, ну, скажем так, ООН-заменителе, да, который вот должен решить проблему вот этой территории, вот эту войну. Почему это для нас очень важно? Потому что многие говорили, и сейчас опять идет вот эта отсылка, что в принципе подходы Кушнера и Уиткофа по газе и подходы по Украине, они где-то вот совпадают. Даже в этих пунктах плана, которых у Зеленского 20, у американцев изначально было 28, ну, даже там есть этот Совет мира, где главный Трамп. На самом деле вопрос Совета мира, он более широкий, чем просто вопрос о газе. Как мне кажется, представляется. По сути, Трамп решил сделать действительно альтернативную организацию, альтернативу ООН. Он об этом прямо не заявляет, но его действия говорят именно об этом. Как он формирует список стран, которые войдут в Совет мира? Во-первых, туда, судя по всему, входят страны, которых нельзя не пригласить, такие как Китай. Ну, вы, конечно, извините, но сами понимаете, да? С его мощью и с его влиянием в мире. Ну, хочу, не хочу, нравится, не нравится, как говорится, я его приглашаю. Индия там, наверное, 100% должна быть. И ряд других стран, которые вот, ну, влияют на все мировые процессы, которых нельзя не пригласить, как того же Макрона, Францию. Плюс там должны быть страны, которые, по мнению Трампа, являются дружественными по отношению к нему лично. Ну, каково экономическое влияние Республики Беларусь в мире? 0,0. Даже полностью зависимо от Российской Федерации. Но Лукашенко приглянулся Трампу. А раз он приглянулся ему, значит, Трамп его приметил и говорит, вот будешь со мной сидеть в Совете мира. Кроме того, Путин же не может возражать, правильно? Ну как запретить Лукашенко вступить в Совет мира по приглашению Трампа, обидеть человека уважаемого? У Лукашенко получается свой канал общения с Западом через Трампа. Это дает ему возможность не быть таким, скажем так, полностью зависимым от Путина. Это же тоже политика большая. Путину прислал приглашение, чтобы он не обижался. Пожалуйста, да. Тем более он очень хочет видеть его в этом Совете мира. Он хочет с вот этими вот крупными странами, которые влияют реально на мировую политику, вот иметь дело. А там Палау, Гондурас, там еще кто-то. Их, конечно же, никто не пригласит. Точно так же, как и нас никто не пригласит. Нет, ну мы вроде в списке. А? Мы вроде в списке, там фигурировала Украина. Ну, я так понимаю, что вот Совет мира – это
те, кого Трамп видит. Кого он не видит, значит, те в Совет мира не войдут. То есть, когда большинство, скажем, условно говоря, соберется и заплатит ему по $1 миллиард за свое участие, он соберет кэш, да? После чего скажет: слушайте, а зачем нам вообще ООН? Платите Давайте мне вот ежегодно сейчас, кэш и будем да, значит, так решать, да. да, мы их даже прогоним с тех зданий, которые они там находятся, и вот там будет Совет мира имени Трампа. Поэтому опасения Макрона абсолютно обоснованы, как мне представляется. Так он сделать ничего не может, и никто ничего не может Это другой сделать. вопрос. Это другой вопрос. Давайте посмотрим. Робкий, блеющий голосок Мерца вчера говорит: да вот у Америки там тоже проблемы с экономикой, да вот там вот это, мол, мы там будем защищать суверенитет Германии, суверенитет Европейского Союза, мол, там будем отвечать. Ну, это как бы, знаете, это там глаз вопиющего в пустыне. На самом деле все перед ним стелятся, снимают шапку, кланяются до земли, и, ну, никто не выходит в противостояние с Трампом. Ну, вы абсолютно правы, потому что, извините меня, в открытое противостояние с Трампом никто не хочет входить. Ни Китай, ни Россия. А что говорить уже о странах Европейского Союза? Ну, это нереально. Военная мощь Америки сегодня такова, и экономическое влияние, что противостоять этой стране не может сегодня, на сегодняшний день никто. И Трамп В это знает. этом-то и проблема. Сегодняшний материал Политико — это просто, знаете, какой-то такой... Я вот долго ждал, когда они к этому, ну, придут. Когда? Ведь как же раньше было? Смотрите, то есть вонючий российский газ, да, вонючий. Он шел через Украину, война в Украине, понятно. Северные потоки перебили. Кто? Ну, конечно, украинцы, уже там это официально признал немецкий суд. Но вот сегодня Политиков расписывает очень интересную историю. Там, понятное дело, вот это с договором европейским, американским, да, торговым договором, торговой сделкой, невыгодной объективно Европе, но тем не менее, плюс еще вот эти проценты, вообще, конечно, все переполошились по поводу Гренландии. Но тут же другой момент. Политико пишет: ребята, то есть изначально, если бы Европа получала энергоносители от России, если бы был вот этот вот, скажем так, Берлин, Москва, Пекин, ну вот эта ось какая-то, помните, геополитически было там лет несколько, там 7-10 назад, вот это все прям выписывалось, да, очерчивалось, тогда, конечно, никакой Трамп не страшен, и слова Мерца сегодняшние о том, что там мы еще потягаемся, и подождите, давайте разберемся, полностью СПГ заменила, ну, практически полностью российский газ, полностью зависимость от Америки, и получился вот очень интересный парадокс. Был российский вонючий газ, а стал американский, он тоже начал дурно пахнуть, Андрей Алексеевич, потому что за эту зависимость Трамп схватил Европу и крутит как хочет. На самом деле ситуация для Европы выглядит следующим образом. Европа ведь развивалась очень долгое время за счет колоний. Ресурсы колоний использовались для экономического, промышленного развития европейских стран. Колониальная империя Британии, где никогда не заходило солнце. Огромнейшие колониальные владения Франции. И они использовали природные ресурсы своих колониальных стран, и это способствовало их развитию. Более того, Первая мировая война, по сути, это была война за передел мира. Германия, которая была, скажем, лидером промышленного развития в начале 20 века, она задыхалась от нехватки сырья. А сырье из французских и английских колоний ей не продавалось. И как она могла его получить? Только военным путем. Вот это была ключевая причина Первой мировой войны. После того, как Германия войну проиграла, колониальные империи остались, Германия оказалась в тяжелейшем положении, она решила взять реванш. Но теперь уже не за колонии где-то в Африке. Гитлер прямо заявил, что нужны колонии в Европе. Его идея заключалась в том, что зачем мы в Африке воевали, там непонятно что. Кстати, его коричнево-рубашечники, да, вот эти вот коричневые их называют. Почему штурмовики были одеты именно в коричневую форму сначала? Потому что это была полевая форма солдат Первого Рейхсвера Первой мировой войны, которые воевали в Африке. И поскольку комплекты остались неиспользованными, то их получили боевики Гитлера.
И отсюда их форма коричневая. Так вот, Гитлер сказал, все, мы больше этим не занимаемся. Никакие границы 2014 года. Нет. Нам нужен дранг на хоста, натиск на восток, новые европейские земли. Значит, мы будем двигаться туда. Будем колонизировать вот эти вот огромные пространства. Вот что должно быть в основе нашей политики. Чем закончилось? Разгромом Германии. Как американцы устранили предпосылки для последующих войн? Они обеспечивали мировую торговлю. Ты хочешь купить нефть? Пожалуйста, мировой рынок. Хочешь купить газ? Пожалуйста, мировой рынок. Ты хочешь там получить какие-то металлы? Мировой рынок. Покупайте, торгуйте, не воюйте. В этом была идея послевоенного мира, или как его назвали, пас американ. А что происходит сейчас? Кстати, в этой системе лучше всего себя чувствовал Китай. Получил возможность, во-первых, доступ до американского рынка, а во-вторых, возможность покупать все, что хочешь, он не военным путем получал какие-то активы, а экономическим, финансовым, покупал там и так далее. И в результате вот экономического соревнования Китай начал обгонять Америку по темпам развития, по многим другим показателям. И как остановить Китай? Как не потерять доминирование в мире? Трамп не нашел ничего более умного, как вернуться к политике начала 20 века. Опять разделить мир на сферы влияния. Значит, в этой системе, где мы не сможем купить редкоземельные металлы, потому что Китай может в любой момент объявить нам эмбарго, значит, мы должны попытаться установить контроль над всеми этими вещами. Поэтому нам нужна Гренландия, потому что мне Маск сказал, что там их много. Поэтому мы должны контролировать коммуникации. Для этого Панамский канал нам нужен, а не китайцы, чтобы там сидели на этом Панамском канале. На Ближнем Востоке у нас есть свой человек хороший такой, надежный, Израиль. Он там будет порядки наводить. Мы еще его помирим с Саудовской Аравией и добьем Иран через некоторое время. В результате этого мы получим контроль над нефтью Ближнего Востока. А Венесуэла я сам разберусь. Они сейчас уже стали более умные, уже готовы на сотрудничество. И таким образом он сужает сферу возможных действий Китая. Он, пытаясь, скажем так, ограничить Китай, он делает страшные вещи. Во-первых, он ругается с союзниками. Во-вторых, он прижимает Китай к России. Не Россию к Китаю, а Китай к России. Потому что если для Китая будут обрезаны все возможности по получению природных ресурсов мирным путем во всех регионах мира, то единственным поставщиком для него будет Россия. Это будет взаимная зависимость, которую разорвать будет невозможно. Это будет действительно союз двух страшных сил в этом мире. Но Трамп этого не понимает, ему наплевать. Вот я там сейчас всех вас там построю, вот тут я это заберу, вот это тоже мое и так далее. Понимаете, в чем дело? В его рассуждениях есть логика какая? После Второй мировой войны американцы, по сути, сделали благотворительный жест, когда они сделали план Маршалла. Да ведь их же никто не принуждал. Европа лежала в руинах. Это ваши проблемы. Мы плевать хотели на вас и так далее. Нет, не помогли. Бескорыстно помогли. А теперь они говорят, ребят, мы же вам помогли, мы вас в Первую мировую войну спасли, во Вторую мировую спасли, мы вас подняли из руин, мы вас защищали 80 лет. Теперь у нас проблем, а теперь вы платите нам. Но ведь это же смотрите, логика понятна. Последовательно, правильно? Нам да. плохо, теперь вы нам помогите. Смотрите, что в этой ситуации из себя представляет война в Украине и ее пути выхода из нее. Сейчас понятно, да, то есть все там эмоционируют, все обозлены друг на друга, там разных звезд от Тины Кароль до каких-то других звезд эстрады. То есть они, смотрите, какая странная ситуация получается. КМИС публикует рейтинг, у Зеленского 62%, рейтинг вырос, представляете? А накал в обществе такой, что,
вот прям эту Тина Кароль, как бы бедную, захейтили за эту песню, перепевают, издеваются, потому что не попала в резонанс, и ее говорят, ты там, короче, потужничаешь, ты вот на власть работаешь, тебе чуть ли не заплатили. Такие претензии звучат. Кто-то просто говорит, вообще оторванные от реальности, сидят там у себя, скажем так, при бабле, при домах, при, ну вот в этом всем, да, и вот это типа все косят. И сейчас, правда, такая мода, все начинают косить под обычных украинцев, вот эти все плюс-минус узнаваемые люди надевают шапки, там эти всякие куртки, и вот это вот, чтобы быть ближе к народу. А люди уже по-другому на это реагируют, они как бы плюются и, ну, действительно, как бы матерятся. Да? Параллельно с этим вскрываются же очень интересные, скажем так, такие как бы боковые, прямо не относящиеся к положению дел вокруг там, завершения войны, но очень серьезные внутриполитические козни. Кличко вынужденно сидит составленником Зеленского Ткаченко на селекторах. И там мужик подскользнулся, упал, разбил голову, помер, да, по пути в метро, ну, потому что скользко. Кличко это берет и в пику Зеленскому, мол, вот твои руководители райгосадминистрации ничего не делают, Зеленский. То есть Кличко пытается защищаться от Зеленского, использует разные поводы. Зеленский топит Кличко. И вот это все с местным самоуправлением, вот эта вот вся возня происходит на фоне упадка и действительно большой трагедии. А параллельно с этим, вот новость сегодняшнего дня меня тоже поразила. К Филатову пришли с обысками в Днепр. Причем якобы по поводу того, что там мусорный полигон что-то не так захоронили. Короче, какая-то вот такая история. Хотя вот на Новый год Филатов говорит, в мусоре виноваты ухилянты. И он параллельно с этим, видимо, там серьезно его прищучили, или настроение такое, общий фон такой. Он начинает говорить, все это трындеж про единство нации, про всякую историю. Я прям читаю его пост и думаю, елки-палки, когда ты уже как Тимошенко скажешь про фашистский режим. Ну, то есть мы видим, что идет вот этот серьезный накал, практически развал вот этих рычагов и управленческих систем власти, связи центральной власти и местной, на которой так вот пятый или шестой день в своих обращениях делает акцент Зеленский. Что происходит в этой системе, как вам видится? И получается, ведь очень интересная штука. Кризис, очень серьезный кризис с отоплением, со светом, то есть без всякого, да, он действительно ударил по Украине изнутри, причем таким очень неожиданным способом, не сколько там, понятно, людям тяжело решение, а вот по системе власти Зеленского ударил. Ну, на самом деле, это не так. Я объясню почему. Вот после того, как Зеленский наехал на Кличко и заявил о том, что, дескать, вот в Киеве я не вижу работы, не вижу пота, вот как-то они так это все неправильно делают. Вот в Харькове молодцы, вот а в Киеве вот я не вижу. Кличко впервые выступил публично, причем через Facebook. Он там рассказал о героической работе киевских коммунальщиков. Но в конце он сказал замечательную фразу. Извините, Владимир Александрович, что я вам отвечаю публично. Но за 4 года мы с вами так ни разу и не встретились. Точно. Угу. Скажите, Александр, если президент Украины не общается с руководителем столицы Украины, назначенным им же главой госадминистрации, то о каком развале управления идет речь? Его не было, нечего разваливать. То есть, если бы была коммуникация между президентом и главой столицы, между ними существовали бы какие-то рабочие отношения, как-то вот это все дело происходило, контакты, и тут вот это случилось, можно сказать, да, смотрите, вот нарушена коммуникация между президентом и мэром столицы. Я бы с вами согласился. Но этого же не было. Изначально не было. Перейдем дальше. По поводу системы управления. Вот смотрите, у нас сейчас большая проблема в энергетике, да, в связи с российскими ударами по нашим всех объектам. Александр, а кто должен нести персональную ответственность за состояние энергетики в стране? С вашей точки зрения. Давайте помыслим.
Ну, у нас есть Министерство энергетики. Вот, вы были правы, все, дальше останавливаемся. Ну, Для чего нам Министерство энергетики, если в стране нет света, правильно? То есть, вот это ваша функция, потому что министерство это же не просто оно там в табличках, оно же политику должно проводить. Ведь министр политическая фигура, и он должен определять политику в сфере энергетики. Правильно? Правильно. Теперь, внимание, вопрос. Кто у нас главный производитель электроэнергии в стране? Ахметов. Как называется? Да. Скажите, как его зовут? Ахметов, да. Нет. Энергоатом. Государственная компания. Прошу прощения. Извините. Энергоатом. Не, Основной часть энергетики электроэнергии. или, ну, вот смотрите, тут же тоже Он очень... производит основную часть электроэнергии. Правильно? Электроэнергии, да, окей. Да. Теперь скажите мне, пожалуйста, дорогой Александр, а кому подчинен Энергоатом? Ну, понятно, сменить Министерство энергетики, да. Министерство экономики. Идем дальше. Внимание. Какая у нас самая большая государственная энергетическая компания? Подсказываю. Центрэнерго. А кому подчинена эта государственная компания? Внимание, вопрос для знатоков. Отвечаю, вы никогда правильный ответ не дадите. Потому что вы не следите за нашими новостями. Фонду государственного имущества Украины. А какое отношение Министерство экономики, извините, Министерство энергетики имеет к фонду госимущества? Это абсолютно орган, так сказать, независимый от него. Идем дальше. Тепловые станции кому принадлежат? ДТЭК. Вот какое отношение к Министерству энергетики имеет? Никакого. Теплоэлектроцентрали в Киеве, в Харькове кому принадлежат? Местные власти. Укрэнерго, как оно управляется? Ведь оно же обеспечивает диспетчеризацию и переток энергетических потоков. Оно как управляється? Міністерством енергетики? Ні. Там є наглядова рада. Незалежна. Тому Кудовицький говорить, щоб уволить, прийшлось спочатку увольняти членів незалежної наглядової ради. Скажите мне, пожалуйста, как можно это развалить? Оно же не существует. В природе не существует. Так подождите, ну тогда это все объясняет. Извините, выходит Шмыгаль и говорит, мы там сейчас вот горячее питание, палатки побольше поставим, отправим каких-нибудь цукрозалезницы, монтеров, пускай провода крутят и трубы крутят, комендантский час давайте как бы, ну, полегче сделаем, через Дию можно в прилад. То есть Министерство энергетики, она за энергетику не отвечает. Оно отвечает за энергетику, но оно не влияет на энергетику. Потому что система управления разрушена Зеленским. Теперь смотрите, дальше. Идем дальше. Самое интересное. Кто такой Кличко? Кличко мэр столицы, глава администрации. Но у него нет полномочий главы военной администрации. Вот у всех губернаторов есть, а у Кличко нет. Почему? Внимание, вопрос. Объясните мне, пожалуйста. Ну зачем там вот этот дурак Тимур Ткаченко-Мамедов? Зачем он там нужен? Чтобы мешать Кличко работать. Больше ничего. Я других функций за ним не наблюдаю. Рассказывают, что Кличко плохой, что там что-то закрыли, что-то не сделали. Вот этим занимается глава военной администрации. А по закону написано, что он отвечает за защиту объектов социальной инфраструктуры и в городе Киеве. Это его функция, но он этим не занимается. А Кличку сказали, не лізь туди, бо це. Но коли прилетіли шахеди, я не розумію, це ж комунальна власність. За такой логикой, вот не дай бог, вот живет кто-нибудь, не знаю, там, в частном доме, да, к нему прилетел шахед и разрушил его дом. Что говорит президент? Так, а кто власник цього дому? Ти? А що ти не захистився від шахедів? Отбивайся. Президент винен, а ти куди дивився? Ну вот же его логика, понимаете, в чем отбивайся дело? банкой из огурцов, да. Но смотрите. Ну, вот же, понимаете, я ни за что не отвечаю, я только с вас спрашиваю. Хорошо. Это его личная ответственность за то, что происходит. Теперь идем дальше. Идем дальше. Так вот, мы с Кличко не закончили. Кличко – глава Ассоциации міст України.
По большому счету он должен был координировать на своем уровне работу всех, вот как-то вот общие проблемы решать. Но, чтобы туда мэры Кличко не ездили, и чтобы Кличко, значит, не общались, они создали Конгресс региональных місцевих влад при президентові України. Хто возглавлял эту сию организацию потужную? Александр, внимание, ваша версия. Ну вы странный человек. Ну, сам Кто Зеленский, до да. недавнего времени все возглавлял. Ну, в Америке Трамп, у нас Зеленский, получается. Нет, у нас Зеленский никогда не был первым человеком. Ермак, да. Ермак, да, что? да. Вы представляете, обезглавил он в такой страшный исторический момент главную организацию по координации действий региональных рад. Александр, я могу продолжать этот перечень. Скажите мне, что здесь можно разрушить? Все уже разрушено. Проблема заключается не в том, что он что-то где-то, а в том, что это надо восстанавливать и создавать систему управления, которую Зеленский уничтожил. Вы же подумайте, выступает министр Федоров, министр обороны, бывший вице-премьер-министр до цього, перед этим министр цифровой трансформации, и говорит, что у нас проблемы с мобилизацией, 2 миллиона, этих, как его там, в розыске, 200 тысяч, и я сижу и думаю, боже мой, какое страшное наследство оставили попередники Федорову, который до этого никогда в правительстве не работал. Новое зеленое незашкваренное обличие. А когда Шмыгаль рассказывает о проблемах энергетики, у меня слезы на глаза наворачиваются. Представляете, первый вице-премьер в этом правительстве Свириденко. А вот предыдущее правительство ему в энергетике оставило вот это. Я сижу и думаю, а кто же был главой того правительства, которое такое страшное наследие оставило Шмыгалю? Не поверите, некий Денис Шмыгаль. И вот мы живем в этом театре абсурда. Ищем виноватого. А виноватый один. Это человек, который не способен управлять. Это Зеленский Владимир Александрович. У которого все провалено. Теперь смотрите. Я понимаю, что бороться с баллистическими и крылатыми ракетами сложно. Но ведь с шахедами можно добиться стопроцентного результата. Более того, я вам скажу, когда я смотрел по результатам боевых действий системы противовоздушной обороны, ну, их называют повітряными силами, в 24-м и в начале 25-го года меня поражали аномально высокие цифры по уничтожению шахедов. И я понимал, что тут что-то не то. И потом только раз, и вдруг шахеды начали летать пачками, и ничего не получается. Буквально вот неделю назад Зеленский выступает и говорит, что наконец-то мы получили ракеты, которых у нас не было. До меня дошло. Смотрите, что произошло. Это моя версия. Значит, командующего войсками воздушных сил не было целый год. Раз командующего нет, кто-то за него это дело исполнял. Ну, там был исполняющий обязанности, но он не имеет входа к президенту. Сырский. У Сырского проблема в чем? У Сырского нет людей, потому что президент не занимается мобилизацией. Сырский ищет их где может. Откуда он их забирает? Он их забирает из мобильных вогневых групп, которые боролись против шахедов. Людей на фронт. Что делать ПВОшникам? Это ваши проблемы. И исполняющий обязанности понимает, что его будут бить за то, что если шахед пролетит. Правильно? Правильно. Что они делают? Они начинают из зенитно-ракетных комплексов лупить по шахедам. То есть летит объект, $20 тысяч. Мы запускаем по нему ракету, например, из Насамса там, или из Ириса. И сбиваем этот шахед. Но ракета стоит $1 миллион, а шахед 20 тысяч. Но мы рапортуем, сбили. В результате мы тратим ракеты. И когда в следующий раз у нас ракеты закончились, нас спрашивают, вы почему не сбили? Мы отвечаем, у нас ракет нет. Это, извините, вот, ну, а чем стрелять? А вот если бы у нас были ракеты, да, и мы не сбили, потому что это идиотизм сбивать ракетами Ириса там, или Насамса шахеды, нам бы сказали, а что у вас там? Был бы командующий ПВО, он бы объяснил, что нужны другие подходы к борьбе с шахедами. С шахедами надо бороться легкомоторной авиацией.
Это самолеты легкомоторные времен Второй мировой войны. Вы делаете полки вот этой легкомоторной авиации, они с расстояния 150-200 километров имеют зону патрулирования, они взлетают с любого аэродрома, они садятся, могут даже на трассе сесть. И они уничтожают шахеды. Шахеды же это тоже летательный аппарат времен Второй мировой войны. Он же не маневренный бой не ведет, его сбивает одно удовольствие. Женщин можно привлекать к этим делам. 3-4 месяца подготовки, пилот пошел в бой. Все. Но этого нет. Почему? Потому что тот же подход, который демонстрировал Резников в начале войны. Помните его заявление? Мавики нам не нужны, бо це ви сильні дроны. Кто вам такое сказал? Генералы, которые тоже в окопах не были. И они не закупали мавики. Я помню, как мы собирали деньги на то, чтобы солдаты, значит, получили эти мавики. Потом дошло, Резникова погнали, уже мавики нужны. Так и здесь. Поймите, когда они рассказывают про дроны перехоплювач, я же понимаю, почему именно в этой плоскости ставится вопрос. Дрон-перехоплювач это такой же летательный аппарат, как дрон, который летит. Тот же шахед. И вы не имеете никакого преимущества перед шахедом, который летит. Ведь почему стала возможна эффективная система противовоздушной обороны? Во Вторую мировую войну главным средством сбития вот этих вот самолетов был самолет по воздушной бои. Но как только появились ракеты, все. Зенитно-управляемая ракета, которая летит быстрее самолета, маневрирует лучше самолета, не управляется человеком непосредственно в кабине, а с земли она стала высокоэффективным средством для борьбы с самолетами. Все, авиация даже в этой войне подлетает за 30 километров до линии соприкосновения, бросает кап и улетает, потому что в зону действия ПВО она не входит. Так вот, когда мы говорим о дронах, если вы противодрон делаете, вы возвращаетесь в ситуацию Второй мировой войны борьбы самолета с самолетом. Хорошо, но тогда лучше взять легкомоторный самолет. Он имеет преимущество в чем? В кабине пилот. Он управляет, он маневрирует, он может догнать. У них технические характеристики приблизительно одинаковые. Он может прицельно вести огонь. А шахед не может маневрировать. Он не управляется в полете. У него полетное задание, он полетел. Это же идеальная цель для самолета. Идеальная. Почему этого за 3 года войны не сделал? Вот сейчас Петр Павел приезжал, да, президент, и предложил чешские самолеты Л-159. У нас же еще Л-39 есть учебный самолет, который можно было использовать для борьбы с шахедом. Но правительство Бабиша заблокировало эту сделку. Так это на 4-м году войны, Александр. А ведь 3 года до этого это можно было сделать. Но этого никто не делает. А почему? Знаете, кадр, извините, я сейчас последнее скажу. Вы помните этот кадр в Днепре, когда шахед летит и зацепляется за электропровода, изрывается? Ну, это на Троещине было. Это Киев, Троещина. По-моему, все-таки нет. Нет, Киев, Троещина во время большого налета. Скажите, когда президент говорит, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 разбили шахеды, можно было сделать вот эти дроновые защиты на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, чтобы они не ударяли по самому ТЭЦ, а чтобы они вот через такие подобные заграждения пролетали и прочее. Аэростатные заграждения можно было сделать. Много чего можно было сделать, но не сделать. Как там Арестович по этому поводу говорил? Вот это слово употреблял, про и прочее. Вот то же самое. Нельзя разрушить то, Александр, чего не существует в природе. Понимаете, вот в чем дело? Тут такой момент, ну, когда у нас бывший продюсер Савика Шустера теперь возводится в ранг, этому все ликуют всем фейсбуком украинским, вот смотрите, Лазарь, Елизаров, да? То есть там вот сейчас вот как бы сейчас он придет, порядок наведет, и сейчас вот обсасывают эту историю про противодроновые куполы. Федоров об этом говорит. Говорил об этом в 23-м, говорит об этом в 26-м. То есть все вот как-то... Такое ощущение складывается, что все пытаются, вот правда, да, вот то, с чего вы начинали, создать какую-то видимость работы. Однако у меня глубже вопрос. Если уж так у нас сегодня разговор пошел о том, что вы говорите, нельзя то, чего нет, тогда о каком фашистском режиме говорит Тимошенко? Тогда о каком режиме, там сейчас, когда его прижали, кричит Филатов, да?
Тогда о чем тогда это все? То есть, получается, если системы нет, то как бы кто же, как управляется вот эта вертикаль подавления и почему все, ну, условно, вот мы начинали с Трампа, да, которому все лижут задницу. И вот почему все в стране лижут задницу Зеленскому и офисным. Даже вот эта вот история с его встречами. Притула, Стерненко, Залужный, кто там, Кубраков, еще там вчера встречался с Малюком, представляете? И говорит, я подписал там новые удары по Москве, спецоперации по России. А все ж четко видят, что, ну, как бы это все лесенка эскалации, где Зеленский тянет эту ниточку. Были же предложения, давайте энергетическое перемирие, там, воздушное что-то. Нет, вот мы будем бить. Ну, мы там ударили 5-10 объектов, получили 15 в ответ. И об этом никто не думает. Наоборот, такое ощущение складывается, опять-таки складывается, что вот этими действиями Зеленский как бы, ну, вызывает огонь еще больше, как бы, ну, не на себя, да, а на вот территорию Украины, не договариваясь, вместо того, чтобы договориться о каких-то воздушных перемириях, условно, если ты не способен, например, защитить, руководить, отбиваться, ну не подписывать же как бы удары по, ну вот эти удары, что объявлять, что у меня спецоперация сейчас пачка, а вот и Малюк здесь со мной тоже рядышком. То есть о каком тогда фашистском режиме и в чем причина того, что как бы лижут зад Зеленскому? Я проведу одну маленькую аналогию. Я раньше занимался футболом, очень любил этот вид спорта. Помните, когда-то бразильцы играли по принципу «вы забьете нам сколько сможете, а мы сколько захотим». То есть они абсолютно не думали ни об обороне, там ничего. Вот нам не важно, кто в воротах стоит, кто там в защите играет. У нас за счет нашего нападения мы забьем столько голов, что ну вы нас просто не переиграете. И вот эта концепция рухнула в 1982 году. Я же помню этот хороший чемпионат мира по футболу. Мне было 16 лет. Играли бразильцы в группе против итальянцев. Им нужна была даже ничья. И итальянцы их грохнули 3-2. 3 гола забил Пауло Росси. Знаменитая оборона итальянцев Катеначчо. Вот она там во всей красе. Там 6 футболистов играло в составе сборной Италии, которые принадлежали одному клубу. Ювентус. На воротах стоял Динос Зов. И никогда не забуду защитника Клаудио Джентили. В переводе «вежливый». Он сначала вырубил Марадону в первой игре. Итальянцы обыграли, значит, Аргентину 2-1. И Джентили стоял, а Марадона все время сидел на заднице. И говорил, что он не играть не дает. В конце концов, Джентили 2 ногами прыгнул, значит, Марадона прыгнул на Джентили, и Марадону удалили, кстати. С бразильцами он вырубил Сократоса. Сократос не играл. А в полуфинале, значит, итальянцы играли, по-моему, с поляками. И обыграли их 2-0. Боннек простоял весь матч и ничего не мог сделать. Потому что он для него играл Джентили. А в финале Джентили играл против Румениги. Против немцев. И он тоже ничего не мог сделать. 3-1 победили итальянцы. И вот с того момента все поняли, что основа любой командной игры в футболе – это от обороны. То есть первое, что ты должен сделать, это укрепить оборону, а потом думать уже обо всем. Не пропустить главное правило в футболе. И любой тренер, который приходит в команду, он начинает с построения обороны. Забьешь, не забьешь, как повезет. А вот не пропустить – это главная задача. Так вот, аналогично должна строиться система защиты страны. Не думать о том, что ты еще дронов там запустишь на Урал. Ну, нанесешь ты какой-то ущерб, да. А то, сколько мы должны не пропустить дронов и ракет по нашей территории. То есть основа всего нашего стратегического мышления должно исходить из чего? Построение эффективной системы противовоздушной обороны. Этим никто не занимался и не занимается. А поскольку мы в состоянии войны, русские же видят, что у них же все равно дырявая оборона. Сейчас они предлагают перемирие, так они что хотят? Нам-то, допустим, их там удары дать болезненные, но не смертельные. А мы же лупим по Киеву. Мы же их столицу обстреливаем. Мы лишаем их электроэнергии, воды, значит, канализации, всего, что там с этим связано.
И таким образом мы на них сильнее дали. Так вот, для того, чтобы этому противостоять, нужно отстроить систему противовоздушной обороны. Этого нет. То, что они сейчас назначили вот этого Лазаря, да, я знаю, что он хороший человек, он там понимает в дронах, но опять же, они идут не по тому пути. Они сейчас будут опять куполы строить, то есть опять вот эти дроны, и результат будет нулевой. Почему? Потому что самый простой, самый надежный способ на сегодняшний день – это привлечение легкомоторной авиации. Только она способна будет обеспечить эффективную защиту неба против шахедов. Подчеркиваю, не против ракет, против шахедов. Но если вы отсечете 700 шахедов, которые, например, вчера летели на Киев, и останутся крылатые ракеты и баллистические, дальше уже можно о чем-то вести речь. Баллистическая летит быстрее, крылатая летит медленнее. Если вы определили рубеж обороны против шахедов, это 150 километров от Киева, то рубеж перехвата, скажем, крылатых ракет, это должно быть где-то в районе 30-50 километров в районе от Киева. Тут уже должна лететь реактивная авиация, те же F-16, вооруженные АМ-9 ракетами. Они способны перехватить крылатые ракеты, но если вы применяете F-16 против шахедов, они просто не справляются с этой нагрузкой. Поэтому им в помощь должна быть легкомоторная авиация задействована. Перехватили вы крылатые ракеты. И дальше работают зенитно-ракетные системы против баллистики. Их сложно перехватить, но можно. И тогда, минимизировав ущерб, который приносят воздушные удары, можно. Можно. Но это должна быть отстроена система. А самого главного нет. Нет специалиста, который в этом понимает. Хотя в Украине такой человек есть. Есть. Иван Степанович Руцнак. Я его очень хорошо знаю. Я был заступником мэра в Виннице. Он командовал воздушными силами Украины. А потом, когда я работал в Кабмине, он был первым заместителем министра обороны Украины. Это человек, который глубоко разбирается в системе противовоздушной обороны. Хорошо. Это профессионал до мозга костей. Вот кого Андрей надо Алексеевич, привлекать сейчас хорошо, да. для отстраивания системы. Но этого Супер. не делает. Вот це ж старі обличчя. Нам треба нові. Треба освоювати Так а бюджети какие по нові? дронам. Ну, Поэтому смотрите. Стерненко был вызван. Вы говорите, он Стерненко вызвал. А Так зачем что, его вызвал? Стерненко это новое лицо. Конечно. Продюсер Савика Шустера это новое лицо. Послушайте, он русоризом и занимается. На нем осваиваются миллиарды. Понимаете, в чем дело? И это же замечательно. Ось вам волонтер, ось мы ему там гроші даємо, щоб він там це. Посмотрите, как он прибарахлился неплохо за счет войны. Нет, вы мне... Ну, там бронированный джип его охраняет. Охрана у него там Вы СБУшная. мне Да? можете объяснить, как Притула встретился, значит, Притула хает Миндича и вот эту всю ситуацию, ну, говорит, мне тяжело деньги собирать, встречается с Зеленским, и через 2 дня ему донат от Запорожской облгосадминистрации. А все так сидят и прозревают, подожди, ну ты волонтер, ты же как бы должен государству помогать, а не государство должно тебе помогать. А все, подождите, а что, в Запорожье все хорошо? Там уже подошли на расстояние в пиве выстрела, то есть к Запорожью. Там уже, ну, это действительно уже фронтовой город, то есть без всякого. Ситуация тяжелейшая. А они берут деньги и дают Притуле. Ну, некуда тратить деньги Запорожская облгосадминистрация. То есть, или как, они сами не в состоянии, Притула в состоянии после встречи-то с Зеленским. А почему вы считаете, что это Запорожская обладминистрация решила? Вот у меня простой вопрос. Ну, что вы все время исполняете? Вот в национальное мемориальное кладбище там этого Петрова записали и забронировали. И давай министр Чехвостин там и этот. Ребята, ну не эти люди принимали решение о том, чтобы Вову Петрова защитить от брони, дать ему бронь. И почему все не называют настоящего человека, который отдает эти команды? И мы начинаем ругать исполнителей. И все. Так и а главное, кто настоящий человек? Ермак? Скажите, как его зовут? Бу, па-па-па-па-па-па, ра, па-па-па-па-па-па. Не, ну подождите, это, стойте, это сколько надо было принять, ну, я по классике, на грудь, да, там в другие, скажем так, части тела, чтобы дать бронь от кладбища. И сейчас люди смотрят, а зарплата 73 тысячи гривен. Просто
Просто он там числится, просто оклад 73 тысячи гривен, когда военный в тылу получает 20, ну, до 30. Ну, я вас прошу, что значит просто? Он защищает президента. На Он кладбище? работает на кладбище, тело к земле привыкает. Понимаете, в чем дело? Замечательнейший человек. Как его можно отправить на фронт? Он боец идеологического фронта. Ну, ценнейший работник. Такие на дороге не валяются. Понимаете, в чем дело? Только на кладбище работает. На дороге не валяются, на кладбище На валяются, да. кладбище работает. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.